Всем привет! Сегодня будет 3 истории про «Я же мать». Не будем тянуть, погнали! Вспомнил одну интересную историю, которая произошла весной 2015 года. Интересна она будет тем, что из большого количества подобных историй «Я же мать» забрали в полицейский участок. Как-то раз я гулял с мамой по ботаническому саду нашего города. Вход туда бесплатный, и поэтому большая часть посетителей — это мамочки с детьми. Парк очень красивый, особенно весной, когда все начинает цвести, расти и хорошеть. Само собой, дети начинают пытаться сорвать себе какой-нибудь красивый цветочек, но я никогда не видел, чтобы им это удалось, так как адекватные родители всегда останавливают своих детей и объясняют им, что так делать нехорошо. Но в тот день я наткнулся на самую настоящую «Я же мать». Прогуливаясь по парку, мы увидели, как ребенок забежал в клумбу и начал отрывать цветы. Следом за ним побежала его мама, как мы подумали, чтобы убрать ребенка с клумбы и оставить цветы в покое. Но не тут-то было. Эта женщина сама начала рвать цветы и отдавать их ребенку. На возгласы других посетителей женщина отвечала, что парк, как и цветы, принадлежат жителям города, и они могут с ними делать все, что захотят. Сорвав все красивые цветы, ее чадо начало топтать ногами ростки и вырывать растения с корнями. Какая-то женщина стала кричать «Я же матери», что ее сын портит парк, на что наглая мамаша сказала: «Воспитывай своих детей и не лезь в чужую семью». Так продолжалось несколько минут, после чего дамочке надоело огрызаться с прохожими, она подошла к велосипеду ребенка, достала сигареты и начала смолить. Да, в общественном месте, да, при своем ребенке и да, при других людях, испуская на них ядовитый дым. А тем временем ее сынок продолжал бегать и вырывать из земли все растения, которые ему приглянутся, в том числе и растения из Красной книги. Через какое-то время к ним подбежал охранник и стал требовать, чтобы женщина забрала ребенка из клумбы. На что он получил отказ, так как это общественное место, и ребенок может гулять, где ему вздумается. Этот ответ мужчину не удовлетворил, и он решил взять инициативу в свои руки, поднял ребенка и поставил его на пешеходную дорожку. Само собой, малой разревелся, а мамашка набросилась на охранника с кулаками и криками, что тот якобы пытался украсть ее малыша. Тут же прибежали зеваки и пытались заступиться за охранника и утихомирить женщину. Кто-то вызвал полицию, кто-то скорую помощь, так как, по моим скромным предположениям, у этой женщины точно были проблемы с головой, а кто-то просто снимал на камеру. Через пару минут чокнутая пришла в себя, посадила ребенка на велосипед и пошла дальше бороздить просторы парка, покуривая новую ядовитую трубку. Мы с мамой отправились за ней, чтобы посмотреть, что будет дальше. В принципе, продолжалась та же история. Ребенок побежал по газонам, начал срывать цветы и ломать кусты. Через какое-то время семейку вандалов догнал тот самый охранник с сотрудниками полиции, а женщина тут же включила истерику, начала кричать, что охранник избил ее, пытался изнасиловать и украсть ребенка. На просьбы полицейских успокоиться женщина не реагировала, поэтому сотрудникам полиции пришлось надеть на нее наручники и отвезти в участок. Совершенно забыв о ребенке, эта ненормальная оттолкнула одного из полицейских и попыталась убежать, но, само собой, ей это не удалось. Дамочку догнали, заковали в наручники, взяли под руки и поместили в бобик вместе с ребенком. А велосипед оставили охраннику под расписку, чтобы он передал его родственникам или же самой мамаше, когда она придет в следующий раз. Что было дальше, мне узнать не довелось, но, как мне кажется, ей оформили какую-то статью за хулиганство, заставили оплатить штраф и отпустили. Предыстория. У меня нарушение слуха, и без слухового аппарата я практически глухой. Я возглавляю маленькую местную группу глухих людей, и мы часто проводим совместные встречи в нашем районе. В нашу группу входит один слышащий человек, мой сосед по комнате, который, похоже, просто любит болтаться с нами, и мы совсем не против. Когда я с группой, я не ношу свои слуховые аппараты, так как мой сосед по комнате всегда с нами и помогает, если вдруг понадобится слух. На одной конкретной встрече, которая произошла сегодня утром в кафе за завтраком, мы столкнулись с сумасшедшей «Я же матерью». Мы все сидели в кафе и по очереди заказывали завтрак, общались, смеялись и наслаждались нашим временем вместе. Конечно же, мы общались на языке жестов. В один момент мы заметили ребенка, который подошел к моему соседу по комнате и спросил о чем-то. Я не слышал о чем и узнал об этом уже позже. Оказывается, мальчик спросил, почему никто из нас не разговаривает. Сосед по комнате объяснил парнишке, что мы глухие и поэтому используем язык жестов, чтобы общаться. Мальчик сказал, что это круто, и убежал. Это не редкость, когда кто-то спрашивает нас про язык жестов, как его выучить и так далее.
Все было хорошо, но когда мы закончили нашу маленькую встречу и начали прощаться, к нашему столику подошла мама ребенка. Опять же, глухие просто подумали, что еще один человек хочет узнать про язык жестов, и мой друг справится с этим вопросом. Однако оказалось, что женщина была очень зла, так как мы не разговаривали вслух, и намеревалась высказать свое глупое мнение и устроить скандал. Дамочка сказала: «Вам нужно перестать махать руками и начать наконец говорить по-английски. Это очень невежливо». Мой друг с недоумением ответил: «Простите, что? Эти ребята глухие, так что...» «Мне плевать, что они глухие. Они могут говорить по-английски, как и все остальные в Америке», — перебила его женщина. «Нет, они не могут. А двое из этих ребят родились полностью глухими. Они не знают, как звучит английский язык даже отдаленно. Это не моя вина, что они отсталые. Они все равно должны говорить по-английски. И ты тоже. Перестань махать руками, это очень грубо». Очень грубо настаивать на том, чтобы люди с инвалидностью удовлетворяли ваши чувства, и, честно говоря, я хотел бы сам быть глухим, чтобы мне не пришлось слышать таких неадекватных людей, как вы. Женщина сказала, что мой друг не имеет права так говорить при детях, и удалилась. Мы все подумали, что это был конец, а мой сосед по комнате объяснил, что сумасшедшая леди думает, что у нас тайный заговор и мы банда, но теперь все в порядке. Оказалось, что это не конец. Мамашка пожаловалась на нас менеджеру кафе. Немного позже он подошел к нашему столу с этой дурой и бедным ребенком на буксире. Женщина выглядела самодовольной, как будто только что совершила что-то грандиозное. А менеджер спросил у нас: «Добрый день, у меня есть жалоба, что вся ваша группа вела себя грубо и ругалась». И в этот момент он заметил, что мы используем язык жестов, и спросил у яжматери: «Мэм, вы знаете, что они говорят?» Женщина ответила: «Нет, абсолютно не понимаю. Они не говорят по-английски, и это очень грубо. Мы в Америке, и в Америке мы говорим по-английски». Тогда мой сосед начал объяснять, что это она устроила скандал и начала оскорблять людей с инвалидностью. Менеджер немного подумал и сказал, что не может выгнать людей из заведения за то, что они не говорят по-английски. На что женщина буквально закричала, что мы оскорбляем ее. На этом этапе стоит отметить, что когда мы обсуждаем что-то или кого-то, если объект обсуждения доступен, на него указывают. Ни разу в нашем разговоре мы не указывали ни на сумасшедшую мать, ни на ее ребенка. Мы обсуждали что угодно: кошек, девушек, покупку аквариума и бета-версию небольшого истребителя, но ни разу не сказали ничего касаемо этой яжматери и ее ребенка. Тогда друг не выдержал и начал объяснять, о чем мы все беседуем. На самом деле, указывает на одного из нас. Она говорила о том, что хочет купить аквариум с рыбками. Он сообщает информацию о том, где может состояться следующая встреча. Он говорит о котенке, которого недавно подобрал. А она указывает на яжмать. Настаивает на том, что глухие люди должны прекратить использовать язык жестов, чтобы не оскорблять ее глупые чувства. Неожиданно для нас менеджер на языке жестов спрашивает, все ли нам понравилось. Мы сказали «да». Тогда управляющий объяснил яжематери, что она должна оставить нас в покое, иначе ему придется попросить ее уйти. Та начала утверждать, что она права, но в итоге сдалась и, уходя, орала на все заведение, что больше никогда сюда не вернется. Менеджер дал нам 10% скидку, а мой сосед по комнате, как наиболее пострадавшая сторона, которой пришлось все это выслушивать, получил свой завтрак бесплатно. Эта история произошла в больнице. Я пришел делать рентген легких, так как на флюорографии были непонятные потемнения. И чтобы не отправлять меня в туберкулезный диспансер, врач предложил сделать рентген в больнице. Так как у меня была справка от врача, мне разрешили пройти в порядке живой очереди. В скором времени в больницу пришла так называемая яжмать с ребенком, лет 6, и сразу стала пытаться пролезть без очереди. Мол, ей больше всех нужно, у нее ребенок, и вообще нет времени. Но другие посетители больницы и медсестры худо-бедно объяснили ей, что прием строго по записи, и только в конце, когда люди по записи пройдут, она может попросить врача сделать ей рентген. Немного повозмущавшись, она села на кушетку и в ожидании своей очереди стала коротать время в телефоне, совершенно забыв о своем ребенке. А малой оказался очень любознательным, ведь за те 30 минут, которые я провел в ожидании, этот парень изучил всю больницу, облизал все стены, сорвал все жвачки со стульев и кушеток. Он даже нашел где-то таракана и стал проверять его на прочность, путем отрывания лапок. Одним словом, скучать малому не приходилось. Вот подошла моя очередь, мне сделали рентген, почти
Почти сразу выдали его на руки и сказали подождать пару минут в коридоре, пока врач сделает письменное заключение. Хочу сразу отметить, что я был здоров и со мной все было в порядке. Я сел на кушетку, снимок положил рядом и начал залипать в телефон. И вот пацан подбегает ко мне и с криками «А что это?», забирает мой рентген и начинает бегать с ним по коридору. Я спокойно отношусь к детям, но подобной наглости я вытерпеть не смог и крикнул ему, чтобы тот быстро положил снимок на место. После этого я неожиданно получил подзатыльник. «Это тебя мать научила так разговаривать, хамло малолетнее?» Донесся голос сзади. Это была та самая мамаша, которая в течение 30 минут не обращала внимания на своего сына, а тут решила начать корчить из себя мать года. Пускай поиграется, мы уже 30 минут из-за таких, как ты, тут сидим. Я сказал, что снимок сырой, и его испортить расплюнуть, и что я не хочу опять сидеть в очереди, чтобы сделать повторный рентген. На что девушка ответила: «Он ничего не испортит. Мой Дениска очень воспитанный, в отличие от тебя, болтуса. Я еще матери твоей позвоню, скажу, как ты себя ведешь». Честно сказать, я понятия не имел, откуда она собиралась взять номер моей мамы, но так как ругаться я не умел и не любил, я пошел на отважный шаг и сказал: «Вы только руки потом ему хорошенько с мылом вымойте, а то я страшно болен». Вы бы видели ее лицо. Глаза полезли на лоб, как в мультике. Она истерично закричала: «Денис, быстро брось это, мы уходим!» Взяв ребенка за руку, дамочка вылетела из больницы, несмотря на то, что подошла ее очередь. Напишите в комментариях, какая история из 3 понравилась тебе больше всех и почему. А сейчас предлагаю посмотреть другие интересные видео про «Я ж мать», которые ты, возможно, еще не видел. С вами был Саша Бодряк. Всем удачи и до скорого!